Зеленые дети из Вулпита. В коллекции Британского музея хранится манускрипт на латинском языке под номером 3875. Автор манускрипта, английский хронист XII века Уильям из Ньюбурга, монастырь в Йоркшире, описывает невероятную историю, произошедшую во времена короля Стивена 1135-1154 в графстве Суффолк. Эту же версию преподносит как достоверный факт еще один заслуживающий доверия хронист Ральф из Ковишела, бывший аббатом в одноименном монастыре в графстве Эссекс. Хроники повествуют о любопытном происшествии, приключившемся в деревушке Вулпит, что в графстве Суффолк, в 112 километрах от Лондона. Жарким августовским днем жители деревни работали в поле, спокойно убирая пшеницу. Один из крестьян, выпрямившись, чтобы отереть пот со лба, вдруг увидел неподалеку двух маленьких детей, мальчика и девочку. Детишки выглядели испуганными и размахивали руками так, словно пытались отогнать нападавших на них пчел, хотя никаких пчел поблизости не было. Но не это оказалось самым странным. Подошедших к детям крестьян поразило, что их глаза, волосы и даже кожа были совершенно зелеными. «Зеленые дети, настоящие лягушата!» пронеслось по окружившей малышей толпе. По утверждению же Ральфа из Когишела, мальчик и девочка с кожей зеленого цвета были обнаружены близ шахты неподалеку от церкви Святой Марии. Другое чудо случилось в Суффолке при Святой Марии. Местные жители нашли возле одной из ям мальчика с сестрой, которые всем были похожи на прочих людей, но отличались цветом кожи от всех обитателей нашего мира, ибо вся поверхность их кожи была зеленого цвета. Речи их никто не понимал. Поначалу мальчик и девочка выглядели очень испуганными, но, поняв, что стоявшие вокруг люди не собираются причинять им зла, стали что-то говорить на неизвестном языке, в котором преобладали свистящие и шипящие звуки. Никто из крестьян не мог понять ни слова. Хотя жителям тогдашней Англии, едва-едва завоеванной франкоязычными норманнами Вильгельма, в той или иной степени были известны все языки соседних народов. Здесь помнили данов и норманнов с их скандинавскими наречиями, не утеряли германского англосаксонского наречия, слышали французский язык рыцарей-завоевателей из Нормандии, узнавали кельтские говоры валлийцев, ирландцев и шотландцев, а священники пользовались латынью. Посовещавшись, озадаченные жители деревни решили привести детей к местному землевладельцу, сэру Ричарду де Келну. Сэр Ричард некоторое время с удивлением рассматривал маленьких лягушат, а потом приказал накормить их. Однако дети плакали и отвергали самые лучшие лакомства, несмотря на то, что явно были голодными. Однако, увидев свежесрезанную зеленую фасоль, стали знаками показывать, что не прочь поесть. Уильям Ньюбурский пишет, что это было единственное, что привлекло их внимание. Судя по всему, дети видели зеленые стручки и раньше, но вот вскрыть их, чтобы добраться до бобов, не смогли. В конце концов, кто-то из слуг сэра Ричарда показал им, как вынимать зерна из стручков, и дети принялись жадно поедать их. Долгое время они питались исключительно зеленой фасолью. Ричард де Келн был добрым человеком, он пожалел сирот и оставил их в своем замке. Вскоре их окрестили. Детей понемногу стали приучать к обычной человеческой пище, и вскоре их кожа, глаза и волосы начали приобретать нормальный цвет. Оба, мальчик и девочка, оказались блондинами со светлой кожей и голубыми глазами. Через несколько месяцев дети уже довольно сносно говорили на английском,
новом для них языке. Правда, мальчик, который с самого начала выглядел болезненным, вскоре умер. А вот девочка выросла и стала вполне обычной для своего времени и общественного положения особой. Она впоследствии вышла замуж за жителя города Линна в Норфолке и прожила всю свою жизнь в Улпите. Хронист Ральф Аббат Когишвилл пишет также, что она была своевольного и капризного нрава, но муж в ней души не чаял. Со временем девочка рассказала о том, как они с братом оказались на пшеничном поле. По ее словам, они жили в земле святого Мартина, над которой никогда не бывает солнца. Клубится густой туман, и все люди зеленые. Там никогда не восходит солнце, но вдали видна ярко освещенная земля, отделенная от их страны широкой рекой. Она рассказывала, что тамошние жители сплошь христиане. Где находится земля святого Мартина, девочка так и не смогла объяснить. По версии Ральфа, в день, когда дети потерялись, они пасли овец и забрели в пещеру, откуда доносился колокольный звон. Они пошли на звук и, в конце концов, вышли на яркий дневной свет. Манускрипт Уильяма излагает более подробную версию. Однажды отец отправил сына и дочь на луг пасти овец. Дети сидели на лужайке, когда вдруг увидели перед собой огромный светящийся шар, издающий ровный шум или гудение. Ребятишки были не робкого десятка, и вместо того, чтобы броситься на утек, решили отогнать от шара овец. Но стоило им сделать несколько шагов, как прямо по центру шара появилось какое-то завихрение, напоминавшее водоворот на реке. Дети почувствовали, как неведомая сила затягивает их в эту воронку, а затем наступила полная темнота. Потом, когда темнота рассеялась, малыши увидели себя на залитом солнцем пшеничном поле. Над головами раздавалось гудение, напоминавшее жужжание потревоженных пчел. Как Уильям, так и Ральф были хронистами, достойными доверия. А аббат Уильям Ньюбурский был весьма объективным человеком и эрудитом, и поэтому сам выражал сомнения в правдивости этой истории. Похоже даже, что он с неохотой включил ее в свою хронику. Он пишет, что сперва не поверил в эту историю, но дальнейшее расследование убедило его в ее истинности. Уильям при этом сообщил ряд подробностей, отсутствующих в рассказе аббата Ральфа. Последний преподносит эту историю как более или менее достоверный факт. Летопись аббата Ральфа в той части, где описывается появление детишек странного цвета и отношение к ним в господском доме, явно была основана на словах самого сэра Ричарда де Келна или кого-то из его близкого окружения. Многие детали, особенно то, с каким знанием дела аббат Ральф говорит о нравственном облике девушки, указывают на подлинность изложенных фактов. Во всяком случае, на то, что в это верил автор летописи. Обычно такие хронисты, как аббат Ральф из Когишвилла, не делали замечаний по этическим вопросам, по крайней мере, когда не были уверены, что рассказываемое ими реальное происшествие. Итак, предположим, что все рассказанное – правда. Необъяснимы при этом три вещи – цвет кожи детей и их незнание языка. Дети – иностранцы в средневековой деревне – это странно. Зеленая кожа – странно вдвойне. И третье – откуда они взялись посреди крестьянских полей? Почему не были остановлены раньше другими, кто при встрече с ними наверняка не меньше удивился бы их странной окраске?
Некоторые исследователи, заинтересовавшиеся историей зеленых детей из Вулпина, считают, что брат с сестрой просто сбежали с медных рудников, где в средние века широко использовался детский труд. Из-за постоянного вдыхания медной пыли и контакта с ней их волосы и кожа сделались зелеными. Историю же о земле Святого Мартина и светящемся шаре они придумали для того, чтобы их не вернули обратно в шахту. Но к XII веку популярность этого святого несколько потускнела, а страны такой и вовсе не было. Разве что землей святого Мартина зеленых детей могла быть одна из деревушек Франции, носящих имя туркского святого. Предположим, что детям не было известна разница между страной и деревней и, скажем, землей, принадлежащей монастырю святого Мартина. Но Мартин – святой французский, и в Англии его культ не был распространен. Неужели на пшеничном поле рядом с волчьими рвами Восточной Англии каким-то непостижимым образом оказались французские дети? Как же тогда они туда попали? И почему их не понял никто в тогдашней Англии, буквально нашпигованной франкоязычным нормандским дворянством, в Англии, где и сами короли были французами? Почему, наконец, дети объясняли селянам, что в земле святого Мартина никогда не бывает света больше, чем в Англии при утренних или вечерних сумерках, а над землей клубится густой туман? Это во Франции-то. Далее. Ребятишки рассказывали, что пасли овец своего отца в земле святого Мартина, когда услышали странный звук и увидели манящий ослепительный свет. Единственное, что они помнят, это то, как очутились в поле у Буллита, совершенно изумленные и испуганные ярким летним солнцем. Но в дальнейшем дети включили в свой рассказ совершенно противоречащую всему прежде сказанному подробность. Они заявили, что прошли через какой-то туннель, в конце которого увидели сверкающий свет. Выйдя к этому свету, они были ошеломлены и сбиты с толку тем переполохом, который вызвало их появление у крестьян, и не смогли найти обратную дорогу к туннелю. Впоследствии дети прибавили еще одно сообщение о земле святого Мартина. Ее можно видеть на большом расстоянии, как светящуюся страну на другом берегу большого озера или реки. Предположим, что Уильям и Ральф совершенно честно и правдиво изложили все перипетии этого происшествия. Тогда что они значат? И есть ли всему какое-нибудь разумное или логическое объяснение? Как мы помним, некоторые историки предположили, что дети на самом деле были одними из тех многочисленных в средние века полурабов, которых заставляли трудиться на медных рудниках. Постоянный контакт с медной пылью может вызвать различные изменения внешнего вида человека, в числе которых и окрашивание кожи и волос в зеленый цвет. Есть и современные примеры этого явления, связанные не с эксплуатацией на медных рудниках, а со случайным контактом с медью. Лондонская газета Daily Mail в ноябре 1995 года напечатала статью о том, что после того, как несколько шведских подростков попили воды, в которой была окись меди, их рыжие волосы стали зелеными. В той же статье сообщалось о зеленой кошке, которую видели в Дании и у которой в крови обнаружили высокое содержание меди. К тому же то, что дети рассказывали о недостатке света в земле святого Мартина, как раз соответствует условиям жизни на медной шахте. Если по какой-то странной причине дети были привезены с медных рудников из Франции, нет ничего необычного в том, что они не понимали английского.
Эта гипотеза становится еще более правдоподобной, если вспомнить о длинном туннеле или о пещере на берегу озера или реки, упоминаемых детьми, хотя эта подробность вступает в явное противоречие с их рассказом о том, как они пасли овец своего отца и оказались у волчьих ям Суфолка. Ну и это можно объяснить. Два голодных ребенка-раба сбегают с медного рудника и придумывают историю о земле святого Мартина и овцах своего отца для того, чтобы их не вернули обратно. Да, но как объяснить, что они не имели понятия о земной пище? Неумение есть фасоль – одно из самых распространенных культурных растений Средневековья. В 1980 году английский фольклорист Пол Харрис приехал в Улпи для того, чтобы попытаться определить, существовали ли зеленые дети на самом деле. Изображения детей до сих пор красуются на знамени в Улпицкой церкви. Из уст местных жителей он услышал легенду о норфолкском графе, опекуне мальчика и девочки, родители которых умерли от чумы. Желая завладеть наследством малышей, во владение которым они должны были вступить в день своего совершеннолетия, злодей принялся подсыпать им в пищу мышьяк. Однако яд почему-то не подействовал. Тогда граф отвез детей в лес и оставил их в чаще на границе Норфолка и Суффолка. Уж не этих ли малышей нашли крестьяне на пшеничном поле? Ведь известно, что при отравлении мышьяком кожа делается зеленоватой. А где же тогда находилась земля святого Мартина, о которой говорили брат и сестра? Оказалось, что в нескольких милях от Вулпита есть деревня Фонтхем-Сент-Мартин. Может быть, именно о ней упоминали дети. Еще одну интересную версию всей этой истории предложил журналист газеты «Фортин Тайм» и Пол Харрис в 1991 году. Он предположил, что речь идет о детях из труппы странствующих актеров, которые потерялись и многие годы скитались то ли в густом зеленом лесу, то ли на заброшенных кремниевых шахтах близ Фонтхем-Сент-Мартин. Еще одна, так сказать, театральная версия пересекается с сюжетом Шекспира пьеса «Буря». Она послужила основой для очередной версии толкования истории о зеленых детях. Когда Тринкула и Стефан встречают Калибана, странное чудовище из бури, одна из первых мыслей, которая приходит им в голову, взять с собой в Милан его и там выставлять на ярмарке. Они были уверены, что это предприятие сделает их богачами. Все читали роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», где описана судьба несчастных детей, которых взрослые специально уродовали для того, чтобы своим жалким видом они вызывали жалость у зрителей. Возможно, зеленые дети тоже были жертвами подобных опытов, и их просто выкрасили в зеленый цвет какой-то травяной или минеральной смесью. Если зеваки могли платить за удовольствие видеть Калибана, то они точно так же могли раскошеливаться при виде таинственных детей из страны фей или земли святого Мартина. Но тогда почему дети отказывались от нормальной человеческой еды? И откуда взялся странный свистящий, никому неизвестный язык? Группа молодых английских историков, изучающих период Средневековья, пытаясь объяснить загадку зеленых детей из Вулпита, неожиданно выдвинула фантастическую гипотезу, которая в научных кругах была встречена со значительной долей скепсиса. По мнению исследователей, склонных к фантастическим предположениям, загадочные дети из Вулпита не были Homo sapiens в прямом смысле этого слова. Но тогда почему они настолько походили на людей и почему так быстро смогли адаптироваться и даже вступить в брак с представителем Homo sapiens?
А если они вообще не были людьми, то кем были и откуда прибыли? Могла ли земля Святого Мартина находиться на другой планете или в другом времени, или в другом измерении? Не были ли туннели или пещера, по которой дети пришли в наш мир, чем-то вроде тропинки, соединяющей нас с далеким царством, тропинкой, проложенной между прошлым, настоящим и будущим? Может быть, светящийся шар, который увидели дети, представлял собой машину времени, работавшую в автоматическом режиме. В таком случае брат и сестра, случайно оказавшиеся рядом с ней, вполне могли стать ее пленниками и перенестись в другой век. Как ни парадоксально, но эта фантастическая гипотеза объясняет многое. Современная наука может представить себе ситуацию, когда с помощью генной инженерии можно было бы внедрить хлорофилл в человеческое тело. Тогда человек мог бы получать питание, то есть энергию, просто из двуокиси углерода и солнечного света, как это делают растения. Такому человеку было бы достаточно постоять на солнцепёке и зарядиться энергией, вместо того, чтобы есть. И зеленые дети могли быть продуктом генной инженерии именно такого рода, возможной в будущем нашего мира или других миров, или некой Земли, которая существует параллельно нашей. В бесконечно загадочной Вселенной все возможно. Или же, несмотря на доверие к словам хронистов, следует допустить, что зеленых детей никогда не существовало, и вся эта история – плод богатого воображения какого-то сказителя Восточной Англии в XII веке. Может быть, история зеленых детей является просто одной из легенд? Тогда недаром кожа, волосы и глаза детей были зелеными, ведь зеленый цвет всегда считался цветом фей. Есть в Англии и легенда о зеленом Джеке, зеленом человеке, мифическом существе, олицетворяющем весну и плодовитость. Может быть, зеленые дети – это продолжение сказки о зеленом Джеке. Фольклористы полагают, что история зеленых детей из земли Святого Мартина восходит к древним языческим представлениям о потустороннем мире, где звучит чарующая музыка и куда можно проникнуть, пройдя через глубокую пещеру. По мнению некоторых исследователей, земля Святого Мартина могла быть эвфемистическим обозначением земли мертвых. Кроме того, в древних кельтских мифах фасоль или бобы – единственная еда, которую принимали дети – пища мертвых. Это открывает возможность для совершенно иного толкования истории о зеленых детях Вулпита. Не могла ли она быть довольно странным вариантом возродившегося в средневековой Англии XII века мифа о Плутоне и Персефоне? Не хотели ли хронисты сказать читателю о том, что природа, плодородная зеленая девочка, оставшаяся в живых и произведшая потомство, покидает мир смерти и оживает, как это делают почки растений весной? В древних ритуалах плодородия мужской персонаж играет страдательную роль, в то время как женский персонаж, королева, выживает и процветает. В истории с зелеными детьми мальчик как раз умирает, а веселая и счастливая девочка продолжает жить. Можно ли какую-то из вышеизложенных гипотез рассматривать всерьез, сказать трудно. А тайна зеленых детей из Вулпита и по сей день продолжает оставаться неразгаданной. Вот так, друзья, вот такая сегодня у нас с вами
была прогулка. Пишите комментарии. Мне интересно ваше мнение. Какой версии придерживаетесь вы? Какая версия ближе вам? Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.